Добрый день, друзья! Сегодня вам буду рассказывать страшную историю из жизни своих орхидей. Причем эта история началась 2 месяца назад. 2 месяца назад с пересадки вот этого цветка. Сейчас вы можете уже видеть, как он цветет. История страшна тем, что я столкнулась с этим первый раз. Причем все это началось действительно после пересадки. Кстати, сразу о пересадке вот этого дендрофаленопсиса я вам оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана. Вы можете посмотреть, в каком мы состоянии его пересаживали. Я в каком-то еще видео упоминала, что он сразу после пересадки заболел. Но просто сейчас вам расскажу более подробно, что же случилось. Мы его пересадили из покупного горшка. Причем он провел у меня очень долгое время. Примерно с полгода дома. Уже стоял в общей коллекции. Никаких проявлений болезней на нем не наблюдалось. Были очень красивые зеленые листья. Было 2 молодых новых роста. От этих ростов ничего практически не осталось. И мы его с вами пересадили вот в этот горшок. Сделали для него интересный тройной там, или четверной грунт. Посадили. И через 3 дня начался ужас и кошмар. На всех листиках, ну почти на всех, на молодых, на старых, на любых, появились вот такие пятна. Побольше, поменьше, вернее покрупнее, помельче. Вот здесь тоже видно. Начали желтеть листья. Появилось большое количество этих пятен. Сейчас вам поверну и покажу. Вот это было 2 молодых роста у него. Причем все были с листиками, видите, даже здесь листья обрезала на вот этом. Столько было пятен, что пришлось обрезать листья. С этого облетели вообще все листики, с этого почти тоже. На старых псевдоклубнях вот эти листья как-то задержались. Но задержались по другой причине, я их начала обрабатывать. Поэтому осталась желтизна, но это... Вот эти пятна, эта желтизна держится уже 2 месяца. После обработки, сейчас расскажу какой, на старых псевдоклубнях он выпустил 2 цветоноса. Один уже распускается. Я, кстати, покупала его уценкой и не знаю, как он, не знала, вернее, как он зацветет. Вот такие зеленые цветы с темно-бордовой губой. Так как я после пересадки поставила его рядом с другим, еще таким же у меня дендриком, и на этом дендрике начали появляться такие же пятнышки. Сейчас вам покажу. Вот здесь, если видно, вот маленькое пятнышко. А вот давайте крупнее покажу на другом листике. Вот. Причем эти пятна, они и с одной, и с другой стороны. Причем с нижней части листа они даже крупнее. И этот я вам цветок показывала в том видео. У него был маленький такой ростик. Вот сейчас этот рост. Вот уже такой огромный. Ну, прямо огромный клубень. Конечно, когда с чем-то сталкиваешься впервые, всегда страшно. Что же это такое? Что случилось с растением, которое простояло полгода и никаких признаков болезни не было? У меня создалось такое впечатление, что тот грунт, из которого мы пересаживали эту орхидею, и был причиной вот этого заболевания. Я, естественно, все, что могла, перечитала, и везде, где могла, поискала. И мы никогда с вами точно не можем определить, что же это заболевание. Ну, потому что надо делать какие-то тесты, анализы для того, чтобы точно определить, чем же больна наша орхидея. Я нашла для себя 2 варианта, которые каким-то образом были более или менее по картинкам похожи, по описанию. Сейчас я вам скажу, я даже зачитаю, потому что, чтобы не ошибиться ни в каких буквах.
Один из вариантов заболевания это был фитофтороз, но это более известное заболевание. И еще один я нашла филостиктоз. Надеюсь, что правильно прочла. Ну, оба эти заболевания вызываются грибами, немного разными грибами. И вот мне показалось, что в этом грунте, ну то есть не показалось, конечно, я этого не видела. Грибы возможно заметить в грунте, но их там не было. А вот споры каких-то мелких грибов или там какой-то грибницы, может быть, не знаю. Мы тогда этот грунт выбросили сразу. Но, видимо, споры грибов попали. Причем пересаживала я еще в одной комнате, где все время мы снимали все видео. И знаете, что произошло дальше? Дальше я начала на своих фаленопсисах замечать на середине листа тоже изменения. Но, правда, не такими крапинками. А сейчас вам покажу, что с фаленопсисами, какой ужас произошел с фаленопсисами. Ну вот этот цветок, это наименьшее зло, что было на листиках. Вот здесь появились вот такие разводы. Причем этот лист уже вырос. Именно было вот там, в начале, в глубине. То есть мне казалось, что сейчас начнет гнить середина, и ничего от цветка не останется. Вот такие маленькие пятнышки. Вот этот листик уже вырос, поэтому вот эти пятна поднялись вверх. Сейчас покажу другие, которые еще хуже. А вот вам покажу чармер. И тоже молодой лист. Прямо у основания молодого листа начались вот такие жуткие изменения. Но имейте в виду, что после этого прошло 2 месяца, поэтому листики начали расти и начали расти хорошо. И еще одно. Вот здесь более заметно, что около листа, около начала листа вот эти вот происходят все изменения. А потом растет новый молодой листик. То есть лист продолжил свой рост. Почитав и поискав, что же это такое, я пришла вот к таким выводам. Но чем же обрабатывать? Но это грибы, это споры грибов. И в помощь мне сразу привикур. Я вам говорила, что я буду привикур тестировать. Вот еще один тест увенчался успехом. Вот этот привикур. Что я сделала вот с этими всеми растениями? Фаленопсисов заразилась примерно из 70 растений, которые находятся в той комнате, заразилось 7 штук. Но у фаленопсисов, как и у любой орхидеи, есть свой иммунитет. Причем сделала вывод, что те орхидеи, которые у меня более 2 лет, ни одна никак не среагировала на эти грибы. Видимо, уже стойкий, хороший иммунитет. А вот эти все, вот эта орхидейка маленькая, которую я вам показывала, это Тарина. Мы с вами ее буквально реанимировали в течение там, всего, ну не прошлого года, но с прошлого года мы ее реанимировали. Вот она уже растет и пускает листики. Она немножко отреагировала. А вот эти две, чармер и пурпурный дождь, этот с прошлого лета. Кстати, он цвел и еще сейчас выпустил новую маленькую веточку из цветовой почки на старом цветоносе и цветет еще раз. Кстати, веточку он после болезни уже выпустил. А это пурпурный дождь. Мы буквально недавно с вами его месяца 3, наверное, назад пересаживали. Сейчас покажу, что он тоже сделал, уже тоже после вот этой болезни. Но вернемся к привикуру. Что я сделала с привикуром? Я первым делом
опрыскала растение, развела на литр 1,5 миллилитра привикура и сделала просто очень хорошее промачивание листьев. Вот с этими больше ничего не делала. То есть я не замачивала корни, но опрыскивание сделала я 2 с промежутком примерно в 5-6 дней. Но на этих я заметила очень быстро. На этих, наверное, прошла неделя после этой пересадки, поэтому я заметила значительно позже. И здесь уже произошли более глобальные изменения листьев. Поэтому здесь я тоже сделала опрыскивание, но так как заболели только средние листики, вот эти только в точке роста, я их просто взяла неразбавленным привикуром. Неразбавленный привикур у меня хранится вот в такой баночке. Вы меня спрашиваете, как я переливаю. Вот в баночку с крышечкой перелила. Я взяла, отлила не туда кисточкой, а просто отлила в маленькую такую плошечку, ну как в пробочку. И из этой пробочкой кисточкой неразбавленным привикуром намазала все вот эти части. Все, что вот такое было, такие были повреждения. Ну, вы видите, что неразбавленный привикур прекрасно тоже работает, но опрыскивания тоже были, чтобы, не дай бог, никуда еще не пошло. Но кроме центрального листа ничего дальше и не произошло. Вот эти все 7 растюшек я убрала, потому что споры грибов, вот видите, делала я это все на столе, а во всей комнате разлетелись вот эти споры грибов. Наверное, отсюда можно еще сделать вывод, почему я никогда не показываю, что я при пересадке добавляю какую-то часть старого грунта. Ну вот, наверное, вам и ответ. Потому что в старом грунте может находиться все, что угодно. Я старый грунт всегда утилизирую и выбрасываю. А теперь что же хорошего произошло с ними? Вот таким образом я их вылечила. Теперь я не боюсь проводить даже съемку, где у меня позади меня находятся тоже большое количество моих орхидей. Кстати, ни в одной другой комнате, ни с одной орхидеей такого не произошло. Видимо, все споры остались вот только там, где я разбирала это растение и показывала вам. Что же произошло? Ну, во-первых, листики начали расти чистые и хорошие. Тарина дал новый листочек без каких-либо повреждений. У Чармера тоже растет, дальше продолжает расти лист, тоже весь чистенький. Это Чармер. А пурпурный дождь удивил, порадовал и огорчил одновременно. Потому что с листом у него все отлично, растит новый листик. Но посмотрите, что он наделал. Он начал растить цветонос из точки роста. Причем я даже не могу сейчас определить, точно ли он из точки роста растит цветонос. Или здесь есть маленький, не пойму еще. Вот там камера явно не возьмет. Вроде есть новый зачаток листочка. Очень будет, конечно, хорошо, если это цветовая почка, а лист все равно остался. Но он же выпустил 2 цветоноса. У него есть еще один цветонос. Вот он. Ну и корешки на радость. Вот здесь, может быть, сработал привикур, потому что в аннотациях к привикуре всегда пишут, что он корнеобразователь. Прямо вот способствует росту корней. На этих не могу сказать, есть ли корни или нет, но если заглядываю вот сюда, вот в этот, вот в эту новую
под этот новый псевдоклубень, там внутри корней прямо от этого клубня очень много. И наш цветущий дендрик. Здесь очень радует то, что тот клубенек, который не стал расти, псевдоклубень, от него сразу пошла маленькая детка. Вот там ее уже видно. Так что абсолютно все растения, вот которые я вам показываю, которые вам не показываю, они все перешли на данный момент в активный рост. Надеюсь, что с этим заболеванием мы справились, не определили какое. Да, действительно, мы не можем с вами это на глаз сделать, но справились просто одним привыкуром. Вот такие страшные истории и очень приятные, с приятным концом истории, потому что все прошло благополучно. Но имейте в виду, что когда вот что-то случается с вашей орхидеей, и вы не можете определить, вы или новичок, или вы действительно сталкиваетесь с этим впервые и не знаете, как лечить. Во-первых, я не всегда, отвечая на ваши вопросы, по вашему рассказу могу понять, какие точечки, какие пятнышки, какое заболевание. Иногда приходится очень долго выяснять, а иногда без картинок решить это просто невозможно. Всегда поищите что-то в интернете. Не смотрите там большое количество блогеров, потому что блогеры чаще всего не биологи. И я всегда говорю, что я тоже не биолог, но я стараюсь почитать научные статьи, почитать именно биологов, которые рассказывают про эти заболевания. Ищите такие статьи, их действительно очень много, и картинок таких очень много. Но хоть что-то, но вы какие-то выводы для себя сделаете. Применяйте те препараты, которым вы доверяете, которые действительно имеют какие-то лечебные свойства. Не делайте сразу 20 препаратов, вот сказали йодом помазать, все пройдет, сказали зеленкой намазать, этот не пройдет. Не пройдет. Если что-то случилось действительно коварное, и вы понимаете, что это заболевание, простыми препаратами не справиться. Но нужно обязательно знать, какими. Поэтому ищите, смотрите. Если что-то случается, задавайте вопросы, давайте будем вместе решать ваши проблемы. Вот я со своей проблемой справилась всего одним препаратом и 2 обработками. Хочу, чтобы ваши орхидеи никогда не болели. До новых встреч! Увидимся на канале!